Приветствую вас на своем канале Керменбай, и в этом видео вы увидите, как понизить прошивку в телефоне Huawei P40 Lite. Вот у нас данный телефон Huawei P40 Lite. Как обойти блокировку сертификации, как установить Google сервисы на телефон Huawei P40 Lite и как повысить прошивку. И данная инструкция подходит к телефонам Huawei P40 Lite, Huawei P40, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Pro и то, у которых eNUM стоит 10-я версия, а не 12-я, как у некоторых. У меня стоит прошивка 393. Вот она, 393. Это последняя прошивка. У некоторых стоит последняя прошивка 398. И у меня стоит eNUM 10. Вот он. EMUI, как он тут точно читается, 10-я версия. И это последняя, у некоторых стоит 12-я. И это все важно. И данное видео для тех, кто умеет пользоваться архиваторами и облачными хранилищами, такими как Google Диск и Яндекс.Диск. Итак, первое, что нам нужно, это понизить прошивку. Прошивка у нас находится под видео в описании, ссылочки будут. Нажимаем, к примеру, вот на Яндекс.Диск. Открывается у нас ссылка. Дальше открываем Huawei Honor. Листаем до вот этой папки. Huawei понижение прошивки для установки сервис Google. Обозначаем вашу прошивку Huawei P40 или Huawei P40 Lite E, как у меня. И сверху вот видите функция есть скачать. Скачиваем. Дальше обозначаем вот эту программу. Чуть ниже. Google Fire. Вот моя мышка. Видно, да. Обозначили. И тоже нажимаем скачать. Все это скачиваем. И вот мы получаем два файла. Прошивка и Google Fire. Это приложение для нашего телефона Huawei P40 Lite E в данном случае. Открываем архиватор, нажимаем на папку Download и извлекаем. Нажимаем ОК. Делаем извлечение. Извлекается архив. Расскажу, что нам нужно для того, чтобы сделать эту всю нашу процедуру. Естественно, ноутбук. Ну, конечно же, телефон. Дальше вот такой переходничок Type-C. С Type-C на USB флешку. Дальше вот такая флешка. К примеру, как у меня она на 64 гигабайта. Можно использовать не меньше 4 гигабайт. Лучше использовать не меньше 4 гигабайт. И вот такой картридер, который я приобрел на AliExpress. Таким USB разъемом. Итак, после извлечения из архива получаем такую папку. В папке еще одного есть папка Download. Эту папку нужно перенести на флешку. Итак, берем наш картридер, вставляем флешку microSD сюда. Вот так вот мы подключили нашу microSD флешку. Дальше мы подключаем нашу флешку к ноутбуку. Слышал, был звук. Так, открываем нашу флешку. Ее нужно отформатировать перед тем, как перетаскивать туда файлы. И перебрасываем нашу прошивку, вот эту папочку Blueat. Это вот наше приложение Google Filer. Нужно заранее переместить в облачное хранилище, такое как Яндекс.Диск или Google Диск. Обязательно. И больше оно нам на компьютере не нужно. Итак, прошивку мы перенесли на флешку. Отключаем наш картридер. Итак, первое действие. Мы будем понижать нашу прошивку в телефоне Huawei P40 Lite. Дальше берем наш телефон. Положили его удобно. Берем переходник Type-C. Подключаем наш картридер. Все, картридер подключили. Ложим рядышком картридер. И подключаем наш телефон. Эту всю систему. Все. Должно определиться. Все определяется, все отлично. Дальше выключаем телефон полностью. Все, он прожужжал. Полностью выключается. Потухнет лампочка.
Потухла лампочка. Нажимаем две кнопочки, кнопку громкости и кнопку включения. Держим. Пока не загорится логотип. Логотип загорится, отпускаем кнопочку включения, кнопочку плюс и громкости держим, пока не появится recovery. Так, отпустили у нас кнопочку включения, держим плюс и громкости, пока не выскочит меню recovery. Держим, держим, я не зависаю. Вот, все. Мы уже зашли в recovery. Флешечка у нас все подключена, горит вот огонек. Дальше нажимаем Update Mode. И дальше мы нажимаем Memory Card OTG Update Mode. И уже у нас должна начаться прошивка. Погнали. Заморгал наш светодиод. Пока 0%. Итак, первые проценты у нас появились после буквально, по-моему, 3 или 4 минут. Так что не переживайте, у нас висел нолик около 3-4 минут. И уже сразу же появилось 4%. Ну, короче, ожидаем 100% и будем продолжать. Вот, кстати, хороший момент, пока оно шьется, перенести наш Google Fire, наш файл в облачное хранилище, такое как Яндекс.Диск или Google Диск. Потому что нам нужно будет в дальнейшем, после того, как мы установим прошивку нашу понижающую 226-ю, уберем блокировку сертификации, нам нужно будет установить облачное хранилище Яндекс.Диск или Google Диск на наш телефон и с этого облачного хранилища Google Fire перенести на телефон, потому что по-другому не получится. По крайней мере, у меня по-другому не получается. Итак, у нас уже 98%, 99%, и должна произойти перезагрузка. Так, еще раз. Итак, хочу тоже напомнить, у кого стоит 12 янум, я думаю, у вас не получится установить Google сервис на телефон Huawei данным методом. Увы. Ну, если есть желание, можете попробовать. Идет у нас перезагрузка, приветствие. Дальше, чтобы не тянуть нам время, он сейчас перезагрузится и делаем стандартные установки, пока не зайдем мы на рабочий стол. Мы восстанавливаем свой аккаунт, делаем настройки под себя, пока не зайдем на рабочий стол. У нас первое включение, просит уже пин-код. Уже на данном этапе можно отключать спокойно нашу флешку, и она нам, будем надеяться, что не будет уже нужна. И делаем наши дополнительные настройки, пока не зайдем на рабочий стол. Итак, дальше я тут немножко поудалял ненужное мне приложение. Дальше заходим в Upper Gallery. Это стандартное приложение у телефона Huawei. Здесь вводим наш Яндекс Диск или Google. Так, это что у нас? Да что ж такое? И нажимаем установить. Если Upper Gallery захочет обновление, не обновлять, пока не установите вот этот Яндекс.Диск. Делаем установку. Все можно закрывать. Здесь где-то вот наша загрузка будет идти Яндекс.Диска. Ждем, пока не загрузится наш диск. Итак, дальше Яндекс.Диск открываем. Вводим наши данные. После того, как вы ввели свои данные, находим вот этот наш файлик, обозначаем его, нажимаем на троеточие сверху и нажимаем скачать. Выбираем папку, к примеру, Dovland, сохранить здесь. Пускай оно скачивается. Дальше мы заходим в Apple Gallery, нажимаем «Я», проверка обновления и обновляем наше приложение. Вот идет оно обновление, все пускай это обновляется и заодно скачивается наше приложение. Итак, один момент после того, как вы обновите Apple Gallery, нажимаете в настройки и нажимаете по своему аккаунту, здесь должно что-то обновиться и после того начнет работать это вот приложение. Нажимаем, короче, на приложение Apple Gallery, пишем Device id, потому что после
Вернее, пока не обновите, ничего у вас не получится скачать. Ну, хотя, может у вас и получится, может у меня просто не получается. Так, Davis It, нажимаем еще. И вот наше приложение. Нажимаем получить. Принимаем. Что-то какая-то идет загрузка, наверное. Ага, браузер еще нужно обновить. О, так все просто. Обновить. Ждем, пока обновится наш браузер, я так понимаю. Так, после установки нажимаем открыть. Открыть и Довланд АПК. Довланд АПК. И смотрим, что у нас дальше произойдет. Загрузить. Добавлять список загрузок. Так, что-то тут хочет. Блин. Не попадаю, что ли? О, попал. Разрешить. Установить. И открыть. Продолжить. Окей. Вот. С этого момента можно уже делать разблокировку сертификаций. Нужно нам переписать номера. Вот этот верхний, а нижнего у нас нету. Значит, достаточно будет верхнего. Переписываем на листочек или можно прямо в ноутбук переписать его, какой-нибудь файлик. Создаем, к примеру, текстовый документ. И пишем. Итак, мы проверили, все отлично, и данное приложение можно выключать. Дальше переходим на ноутбук. Так, открываем то наше видео. Здесь. Итак, дальше по ссылке в описании нажимаем первую ссылочку. Здесь вставляем наш номер. Вот номер копируем, который мы получили. Вставляем сюда. Нажимаем конвертер. Получаем вот такой длинный номер. Вот такой наш длинный номер копируем. Опять переходим в описании под видео. Нажимаем на следующую ссылочку Google. Идентификация, что я говорю. Нажимаем сюда строчку идентификации. Нажимаем галочку «Я не робот». И смотрите, здесь, когда я сейчас нажму регистрация, здесь проскочит такое окошко, что оно типа идентифицировано. И появится еще один номер. Запоминайте, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 номеров я уже идентифицировал. И еще нажимаем регистрация. Регистрация идет. Устройство зарегистрировано. И, естественно, получился у нас еще один номер. Здесь мы все закрываем. Нашу регистрацию. Переходим опять в телефон. Все, мы сертификацию прошли. Итак, дальше заходим в телефон. Ищем наш файл. Файл, так, обзор, телефон, папку Довланд. Вот наше приложение. И сейчас мы будем устанавливать Google приложение на телефон Huawei P40 Lite. Нажимаем. Установка. Больше не спрашивать. Разрешить. Наверное, лучше так снимать, будет более видно. Ждем. Установить. Открыть. Здесь пишется типа должна стоять старая версия прошивки, а у нас, кстати, должна стоять 226. Кстати, мы же не проверили прошивку-то. Уходим вниз, и у нас Huawei P40 Lite, 226 прошивка. Все, отлично. Выходим отсюда. И вот смотрим, запускаем наше приложение Google Fire. Нажимаем не ОК, а на эту надпись. Так как оно тут пишет, типа должна у вас стоять старая прошивка, по-другому не получится. Нажимаем сюда. Дальше нажимаем Next, 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 Next. Let's go. Разрешить, разрешить. Все, разрешаем. Окей. Нажимаем Backup. Здесь у нас просит установить 2019 год. Убираем автонастройку, устанавливаем 2019 год. Окей.
Нажимаем назад. Опять нажимаем бэкап. Окей. Нажимаем ОК. Больше не спрашивать. Разрешить. Установить. Готово. Далее. Принимаю. Здесь нажимаем троеточие. Восстановить из внутренней памяти. Нажимаем сюда. Дальше нажимаем восстановить. Здесь пишем вот наш пароль Bender 007. На английском языке ничего сложного нету. Главное правильно введите Bender 007. Так, можно посмотреть, правильно ввел или нет. Все верно. Нажимаем ОК. Нажимаем дальше. Готово. Выходим назад. Назад. Все, здесь все делаем по инструкции, опять же. Начинаем все с 1 и пока полностью не сделаем установку наших Google приложений. Нажимаем на 1. Что-то он тут здесь хочет. Нажимаем 1, теперешнюю дату. Теперешнюю дату не нужно ставить. Ставим 2001, не 22, как сейчас. 21 год ставим. Назад идем. Нажимаем опять. Просит ввести логин там и пароль после того, как мы установим данное приложение. Устанавливаем. Открыть или готово. Нажимаем готово. Вот здесь нам нужно сделать установку. Не установку, а сделать вход в Google аккаунта, которым вы будете пользоваться. Но перед тем, как сделать, нажать на эту кнопочку «Войти», нам нужно свернуть это приложение, зайти в настройки, здесь вписать на русском языке, кстати, время выбираем система. Здесь можно поставить автоматическая настройка. Выходим отсюда полностью, нажимаем на эту кнопочку. Это мы сворачиваем и возвращаемся в наше приложение и нажимаем сейчас именно «Войти». Не получилось, нажимаем снова. Вот. И здесь вводим наш логин, пароль, если там какая-то аутентификация дополнительно нужна, все это делаем. Я, конечно, сделаю, вам не покажу. Итак, как вы все сделаете, вы введете логин, пароль, аутентификацию по СМС, возможно, там вам нужно будет ввести, примите там что-то, и вас опять сюда же выкинет. Двоечку нужно нажимать, если вы хотите ввести какой-нибудь второй аккаунт. Если второго аккаунта у вас нету, пользуйтесь одним, то нужно нам нажать кнопочку 3. Нажимаем «Установить». Готово. Установить. Готово. Установить. Готово. Установить. Готово. Установить. Готово. Опять установить. И снова готово. Итак, здесь нам можно свернуться и запустить наше приложение, от которого все зависит. Запускаем. Нажимаем «Активировать», «Разрешить». И здесь на эту синенькую кнопочку. Окей. Вот появился наш восклицательный знак красный. Это значит все хорошо. Сворачиваем наше приложение. Достаем назад. И продолжать будем установку. Нажимаем на кнопочку 3. Так, нажимаем ОК. Остановить. Удалить. Окей. Дальше нажимаем ОК. Установить. Идет у нас установка. Готово. Здесь сворачиваем наше установочное приложение и запускаем Play Market. Так, возвращаемся в наше приложение, нажимаем на кнопочку 3, нажимаем ОК,
Установить. Готово. Опять нажимаем кнопочку 3. Стоп. И не стал. Останавливаем. Дальше нажимаем удалить. Окей. Дальше нажимаем кнопочку ОК. Дальше делаем установить. Ждем. Готово. Так, дальше сворачиваем наше приложение и пробуем запустить еще раз Play Market. Вот, короче, он должен войти в наш Play Market с нашим логином. Все как положено, все зашло. В поиске можно что-то набрать. Он уже, короче, запускается, все отлично. Так, дальше. Желательно наше приложение перенести сюда, чтобы было бы удобнее пользоваться. Опять запускаем наше приложение Google Filer и продолжаем. Нажимаем кнопочку 3. ОК. Установить. Готово. Дальше нажимаем ОК. Стоп и не стал. ОК. Делаем остановку и удаление. Дальше нажимаем ОК. Устанавливаем. Готово. Итак, после этого опять сворачиваем приложение, опять запускаем Play Market. Он опять должен запуститься у нас. Все запускается с непонятным. Здесь нажимаем, все. Нужно вот так вот понажимать, в поиск что-нибудь так делать. Оп, найти поиск. Все отлично запускается. Выходим с него. И запускаем опять наше приложение. Нажимаем кнопочку 3. Так, дальше нажимаем ОК. Делаем остановку. Нажимаем на память. Очистить кэш. Делаем сброс. Назад выходим. Опять нажимаем остановку. И перезагрузку телефона делаем. Итак, после перезагрузки опять запускаем Play Market. Запускаем. Не хочет. Будем просить. Еще раз запускаем. Не хочет. Еще раз запускаем. Вот он запустился. Запустился наш Play Market. Все вроде бы отлично. Нажимаем поиск. Ждем, не торопимся. Вроде бы все отлично. Дальше нажимаем Google Fire. Здесь уведомления нажимаем наши. Он смотрит, что проверяет, что мы там установили, что не установили. Нажимаем кнопочку 3. Нажимаем ОК. Удаляем. ОК. Установить. Ждем, ждем. Готово. Еще раз нажимаем на кнопочку 3. И оно пишет, что у нас установка завершена. Выходим. Итак, дальнейшее действие — это понятное наше действие.
Запускаем наш Google Fire еще раз. Вернее, вам не нужно запускать, я просто хочу объяснить кое-что. Если у вас что-то не получилось с установкой, там ошибки постоянно вылетают, что-то там не пошло, может Play Market не запускается с первого раза или еще что. Нажимаем на эту метелку, полностью удаляем, делаем действие, что она просит. Она будет удалять все установленные по-новому файлы. И по-новому будем делать установку, опять же, по этой инструкции. С первого или со второго раза у вас, да, пускай с третьего, но у вас получится. Будет так же работать, как у меня. Итак, запустили Play Market. Если не запускается на данный момент, там просит ввод или что-нибудь, нажимаете на это окошко, нажимаете на «Очистить» и по-новому запускаете. Главное не торопиться. И вот смотрите, мой аккаунт, пожалуйста. Все. Все отлично, можно выбрать какое-нибудь приложение, нажать поиск. Ничего не найдено по данному запросу, ну конечно же. Что там найти можно? ТикТок. Вот, пожалуйста, можно ТикТоки устанавливать. И еще самый интересный момент. Посмотрим нашу сертификацию. Это нужно смотреть здесь. Открытые исходе версии. Так. Сертификации нет. Значит, мы прошли сертификацию. Все отлично, потому что если бы не было здесь ошибка стояла бы не сертифицирована, значит была бы полная П, полная Ж. Короче, все отлично. Сейчас мы перезагружаем устройство. После перезагрузки, пускай оно немножко прогрузится, может минуту, и запускаем опять Play Market. И сейчас нам желательно установить те приложения, которые вам нужны. И желательно в первую очередь установить те приложения, которые связаны с Google аккаунтами. С Google аккаунтами. Творческая студия, к примеру. У нас пошла установка. Google документы. Что у нас дальше? Google. Дальше почта Google. Приложений у меня много. Google Play игры. Блин, ребята, ну вы сами видите, что все устанавливается без проблем. Клавиатура Google я люблю пользоваться. Так, YouTube. Как же без YouTube? И заодно уже посмотрим работоспособность. Ну, раз Play Market уже работает, значит будет и YouTube работать. И желательно сейчас наш телефон положить на минуток 15-20 отдохнуть. Он автоматически установит эти все приложения, обновит наш Play Market за это время. Здесь все можно наблюдать, что он обновляет. А потом уже дальше полноценно работать с Play Market, с Google всякими приложениями и так дальше. Ну и так, здесь самый интересный момент. Это запускаем YouTube. Выбираем аккаунт. Ну, в принципе, все. Можно запускать, да и смотреть. Пошла реклама. Короче, работает. YouTube у нас работает. Почта у нас работает. Можно писать кому-нибудь что-нибудь. Что у нас? Play Market работает. Все без проблем. Дальше идем. Синхронизация контактов. У меня там последнее время спрашивали. Нажимаем Google. Синхронизация контактов. Нажимаем еще раз синхронизация. Скоро все будет окей написано. Вот, нажимаем на контакты. Что тут просит разрешить, включить облако, обновление настроек. Ну, пускай не помешает. Что там у нас скачивается? Синхронизация с диском. Угу. Так, продолжить.
Продолжить. Так, вот наши контакты появились. Настройки. Фильтры контактов. Да. Так, контакты, вот смотрите, можно контакты выбрать все, как у меня стоит. То есть оно будет, смотрите, Viber, аккаунт Huawei и заодно Google. И плюс сим-карта. Вот так у меня настроено, и все мои контакты, короче, все на месте. Дальше что мы делаем? Еще нужно подождать, видите, какой-то синхронизация идет, поиск телефона включен. И все остальное пускай еще полежит, пока не обновится наш Play Market. Play Market еще наш не обновлен. Настройки. Версия 22. Будет установлена новая версия приложения Play Market. Вот как вы увидите, что приложение новое Play Market установлено, тогда уже можете устанавливать все остальное как положено. Так, но чуть еще не забыл, с Google аккаунтом выходить нельзя, если вы вышли с Google аккаунта где-нибудь там с YouTube или еще откуда. Все, вам нужно будет проделать всю эту процедуру по-новому. Дальше. Вот это приложение, сервис Google Play, обновлять нельзя. Если вы обновите, все по-новому. Так, вроде бы все ограничения. Так, если кто любитель устанавливать Google карты, можете устанавливать. Но, по-моему, поиск там будет не точен. И без того приложения, которое я сказал не обновлять только что. Без приложения сервиса Google Pay, по-моему, карты работать точно не будут. Но если вы опять обновите этот сервис, то перестанут работать ваши все гугловские приложения. Итак, нажимаем на Play Market, на значок наш, настройки и смотрим сведения. Так, вот наш Play Market обновлен полностью. Сейчас мы делаем что? Обновление полностью телефона. Настройки, обновления. Установить. Аутентификация, перезагрузка. Вот оно все произойдет у вас на глазах, чтобы потом не говорили, что я там что-то волшебным образом устанавливаю, а у вас не получается. Шуры-муры. Мне вроде бы и так должно пойти. Так, все, пойдет обновление. После обновления продолжим. Ну вот и заканчивается наше обновление. 99%. Сейчас произойдет перезагрузка. Опять логотип. Загрузится рабочий стол. Ну и опять мы с вами встретимся. Итак, наш телефон включился после обновления. Смотрим прошивку. Huawei P40 Lite. Вся фигня. 393 прошивка. Genome 10. Проверяем наш Play Market. Настройки. Смотрим. Устройство не сертифицировано, но оно все равно будет у вас работать. Ничего, никаких там обновлений не нужно делать. Если хотите что-то обновить, то только обновляйте свои приложения. Например, вот здесь можно клавиатуру, объявление, тинь, тюнь, тюнь и вон там. Все. У нас пошло обновление, все скачивается, я не вру. Вот, смотрите, уже что-то даже установилось. Ну, короче, приложение устанавливается. В принципе, на этом. Вот обновление куфор. Все идет, все обновляется. В принципе, на этом будем видео и заканчивать. YouTube загружается, все отлично. Все, пожалуйста, смотрите. Все работает. Почта, пожалуйста. Все работает, можно писать. Все отлично. Все, вроде бы я вас предупредил, вроде бы обо всем в этом видео. Сами видите, что все устанавливается. Не знаю, у кого там что не устанавливается. Напоминаю, у кого стоит 12 Genome,
я думаю, у вас не получится установить Google сервисы на телефоны Huawei данным методом. Всем спасибо за просмотр. Если кому-нибудь помог, обязательно подпишитесь и лайк поставьте. Всем всего хорошего и пока-пока.